Приветствую всех на своем канале. Сегодня приготовила вот такие мега слоистые и очень хрустящие пончики, политые сладким медовым сиропом. Этот ароматный и вкусный десерт готовится на дрожжевом тесте, что делает выпечку очень воздушной и ароматной. Ставлю тесто. Сразу в муку кладу соль, сахар немного, сухие дрожжи и растительное масло без запаха. Выливаю туда же теплое молоко. И замешиваю, как обычно, тесто. Собираю все в комок и обминаю несколько минут. Затем накрываю тесто и даю ему подняться в теплом месте. У всех тесто поднимается по-разному, это зависит от температуры кухни. Чем теплее, конечно, тем быстрее дрожжи активируются. В общем, тесто должно увеличиться 2-3 раза. Кладу тесто на стол и делю его на 8 равных кусков. Беру кусочек теста и собираю в ровный гладкий шар. Накрываю пакетом, чтобы они не обсохли. Расплющиваю тесто сначала руками и раскатываю тонко скалкой. При этом стол и тесто обсыпаю мукой. Складываю раскатанные лепешки на подносе, при этом присыпаю слегка мукой между ними. Так раскатала я тонко все 8 лепешек. Переворачиваю их и начну прямо с первой лепешки, распределяя тесто по столу. Подготовила я масло сливочное, которое растопила в микроволновке, и разбавляю с растительным маслом. Перемешиваю и смазываю тесто тонким слоем. Если тесто плохо вытягивается или рвется, значит нужно ему время еще немного настояться. У меня тесто получилось пластичное и хорошо вытягивается. Небольшие дырки – это нормально, ничего страшного. Растягиваю тесто как можно тоньше, оно становится как бумажка. Смазываю сверху маслом и кладу следующий слой посередине и также вытягиваю. Вытягивать тесто нужно со всех сторон, слегка приподнимая край. И делать это нужно очень аккуратно. Резкие движения здесь ни к чему. Работа, конечно, кропотливая, но если не торопиться никуда, пойдут дела намного лучше и быстрее, как вам кажется. Не забывайте прослаивать тесто маслом между ними. И самый верхний, последний слой теста тоже обмазываю маслом. Затем режу тесто острым ножом, сначала посередине пополам и на полоски шириной 6-7 см примерно. По желанию полоски можете сделать пошире, так будут пончики и размером побольше и пошире. Обматываю полоску теста на 2-3 пальца, собираю в рулон, затем раскрываю края в виде цветка с двух сторон. Посередине получается небольшая дырочка, а края будут слоистыми. Накрываю пончики и даю постоять 20-30 минут перед жаркой. Жарю пончики на большом количестве растительного масла. Масло нужно нагреть предварительно, а огонь должен быть средним. В общем, как обычно, обжариваю пончики с двух сторон до золотистой корочки. Готовые пончики также можно обсыпать сахарной пудрой или полить горячим сиропом. Сироп я сварила заранее. Поливаю пончики сверху сиропом и украшаю лепестками миндаля. Такие пончики даже холодными остаются хрустящими и мягкими внутри. Ну посмотрите, какая это прелесть! А как это вкусно, просто не передать словами. Сказать, что это готовить просто, язык не поворачивается. Возни еще как много. Но однозначно, готовить все равно буду, так как вкус этих пончиков забыть нелегко. Друзья, ставьте лайки, если это видео было полезным для вас. Вам не трудно, а мне приятно. Спасибо. С вами была Наталья. Пока-пока.